Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад 2025 год. Год змеи. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем, какие энергии видят для вашего знака зодиака карты. В целом же 2025 год может служить хорошим продолжением году 2024. Ведь это год дракона. Как известно, дракон с змеей великолепно ладит. Поэтому то, что вы не смогли осуществить, вот теперь, в 2024 году, вы сможете прекрасно продолжить и получить очень хорошие бонусы уже в 2025 году. Для вас больше вдохновения, больше свободы будет. Но эта свобода не совсем такая, как в 2024 году, когда больше импульса. А здесь больше продуманности, желание себе не навредить. Змея, она мудрая, мои дорогие. И поэтому, может быть, и хочется что-то, да, вот какой-то план у вас есть. Но прежде чем действовать, вы будете думать, вы будете анализировать. И где-то символ змеи – это одновременно интеллект. Это очень соответствует вашему знаку. Тут действительно анализ прежних каких-то, может быть, ошибок в сегодняшней ситуации – и ваших планах на будущее, когда вы найдете 1001 способ для себя осуществить что-то удивительно хорошее, мои дорогие. Поэтому благоприятный год в более спокойных энергиях для всех нас. Или если те проекты, когда у нас не хватило времени, или по каким-то причинам мы тоже себе ставили в план какие-то задачи в 2024 году, и если вы чувствуете, что да, безусловно, этот проект будет служить для меня прогрессом на долгое будущее, вы все равно можете его продолжить и получить плоды труда своего, как будто видите уже, в каком направлении он развивается. Но это в целом такие энергии. Давайте мы посмотрим, что думают карты. У нас сегодня 3 колоды, и мы достанем 3 триплета, по 3 карты на каждую колоду. Первая колода, и у нас будут вопросы. Что завершится в 2025 году? Это не уйдет, а именно завершится. Может быть, какая-то история. Или от чего-то вы откажетесь сами. Или это то, что вы осуществите и до точки доведете, до логического какого-то конца, и уже сможете радоваться плодам труда своего, может быть, вот какое-то дело конкретное, когда вы можете сказать, да, вот я это сделал, я это совершил. Что это может быть? Давайте узнаем. Или какая сфера, чего это может касаться, что завершится для вас в 2025 году. И вторая карта, а что нового войдет в вашу жизнь? Важное событие 2025 года или чем вам запомнится 2025 год. Второй триплет. Первый аркан – неожиданность. Вот такой вопрос. С какими неожиданностями или в какой сфере? Или, может быть, это как стратегия, тактика, какие-то энергии нам покажет. Для вас, мои дорогие водолеи, может быть 2025 год. Неожиданности. Что вас будет радовать? И что вам будет помогать? И третья колода. Мы спросим, что вам может помешать. Итак, что вам может помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас, мои дорогие водолеи. Давайте будем узнавать. Итак, что же завершится? Шикарный аркан, императрица. Это символ нового я. И это не про завершение. Но я могу сказать, если прежде был период, иногда это проигрывается по аркану императрицы, когда вы надеялись только на самого себя или саму себя. У кого-то, как ни странно, может завершиться одиночество. Вы будете более внимательны к выбору партнера, если вы один или одна. Вы вообще можете, в принципе, проститься с каким-то сольным вариантом, потому что придете к выводу, что нет, не играет мне судьба
всей палитрой красок, если я один или одна. Даже если вы, мои дорогие водолеи, ну, такие заядлые холостяки, по крайней мере, вы об этом можете подумать. И мысли эти к вам придут именно из-за того, что, может быть, что-то тяжеловато тянуть одному. Или мне хочется людей, которые разделят со мной радость. Не столько даже какие-то невзгоды, а именно радость. Мне нужен человек, который будет меня вдохновлять и который способен как раз быть искренним, верным мне другом. Вот именно вот с этой позиции кто-то захочет завершить одиночество. И мы говорим, что завершится или чего вы откажетесь. У кого-то может проиграться, если прежняя история в личной жизни была, ну, не самая счастливая. Вы завершите эту историю. И вполне вероятно, вы где-то будете готовы встретить нового партнера. И такое может произойти, когда несчастливое что-то завершается, и вы встречаете нового человека. Я не говорю для всех, но для кого-то, если вы к этому, опять же, внутренне готовы. Ведь по императрице это то состояние души, когда мы готовы брать ответственность за кого-то. И вам захочется таких же отношений, чтобы кто-то также был готов взять за вас ответственность. Тогда и получается только этот тандем. Для кого-то из вас что завершится? Какие-то вопросы финансовые вы сумеете закрыть. Вы сумеете закрыть вопросы финансовые, допустим, как брешь была, или какой-то кредит. Для кого-то это может еще означать, что я хотел бы взять кредит. Вот здесь полностью организация жизни для вас идет по-другому. И по императрице задействованы все сферы жизни. И личная ваша история, интимные вопросы, вопросы вашей занятости, вопросы финансового достатка и планы на будущее. Ведь по императрице, как известно, она плодовита. И у кого-то, мои дорогие девочки, буквально я жду ребенка, такое может быть. Но имеется в виду эта плодовитость на новые идеи, на творчество, на проекты. Вы можете пересмотреть какие-то прежние проекты, прийти к выводу, да нет, это не работает, или да, ну тут не будет какого-то продолжения, будет какая-то белиберда. Опять же, вы можете организовать, или реорганизовать свою жизнь, потому что меняетесь вы, меняются ваши взгляды в 2025 году. Но это к большему или лучшему статусу, к новым возможностям во всех сферах жизни. Ну и планетарно оно точно так же. У кого-то может быть построение карьеры, когда вы станете популярным человеком и очень известным человеком. Вы создадите какой-то шедевр, мои дорогие. И если прежде вы были так, как за кулисами в тени, то теперь будет расти ваша популярность. Что-то для вас удивительное происходит. И это просто окончание какого-то периода, когда мы были, ну, больше на своей волне. А здесь вы захотите именно больше взаимодействия с миром. Давайте мы узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Вот правда, все то, что я только что говорила долго, по карте мага для вас нет ничего невозможного. Здесь как и новый статус, по личной жизни, новый круг общения. Причем тот, который вы будете определять себе сами. Маг решает сам. На мага невозможно воздействовать со стороны. Это сильная позиция, потому что хотя бы маг, ведь он крайне невосприимчив к тому, что думают люди. Да, баланс вам держать придется, но вас не купишь, не налезть. И также вас невозможно расстроить, если кто-то вам говорит обидные фразы. Вот иногда ведь бывает такое с нами, правда, мы слишком личностно это воспринимаем. То для вас очень сильная позиция тем, что вы остаетесь верны собственным принципам. Но придется как-то по-другому организовать, я уже об этом сказала, свою жизнь. Сильная позиция, у вас 2 старших аркана. Тут не завершается, тут что-то начинается, причем удивительное. Что же за важное событие? Мои дорогие водолеи, ну, наверное, надо прекращать наше с вами гадание, прогноз, потому что чем запомнится 2025 год? Опять же, все то, что я сказала, туз кубков. И здесь все вместе. Тут и эмпатия, тут и радость, тут и любовь. Начало новой близости у кого-то или новые отношения. А если прежние отношения, больше взаимопонимания. Мои дорогие водолеи, вы расставите все по местам.
И с одной стороны, это будет и рационализм, будет какая-то духовность и наполненность, и в то же время свой быт, финансовые вопросы вы приведете к полному балансу. В этой карте у нас изображены рыбки золотые, а рыба – один из символов финансового благополучия. Во всех сферах жизни вы можете навести полный порядок, причем тот, который нравится вам. Этим вам и запомнится год. Это и будет как новая какая-то совершенно ступень в вашей жизни с новыми возможностями, с новым качеством жизни. По крайней мере, посмотрите, редко так бывает, что без диссонансов выпадают карты. Вот для вашего знака зодиака видят такую энергетику на 2025 год. Неожиданности. Какие-то новые предложения, у кого-то новое знакомство. У кого-то это знакомство такое продуманное отчасти, когда есть и конфетно-букетный период, есть и бабочки в животе, но есть еще и материализм. И недаром кубок, а из кубка рыба выглядывает, рыбья голова. И опять же, один из символов благополучия, какую-то новую стратегию финансовую вы точно можете построить для кого-то из вас. И это будет, мои дорогие девочки, когда действительно кто-то «я жду ребенка» или вы станете мамой, и при этом вы не будете нуждаться в деньгах. Как-то вот финансовая ситуация для вас может быть как закрыта, если мы говорим о недостатке именно финансов. И это может, кстати, быть, потому что вы станете работать на дому, или вы изучите, может быть, какие-то направления, которые вам позволят как раз работать на самого себя или саму себя. Это для всех. Из дома или из любой точки мира. И для вас это тоже вот просто огромные возможности откроются. И где-то для вас это очень правильное направление. Или вы что-то новое, в принципе, заинтересоваться можете как неожиданность. И потом начать развивать, это, знаете, как клубок. За ниточку потянул, а там новые возможности до бесконечности. Вот что-то такое у кого-то через личную жизнь, у кого-то через творчество, через построение вашей карьеры. Ну, вот такие возможности, как неожиданности, я бы сказала, сюрпризы. Ну, или новое знакомство у кого-то и так тоже. Что вас будет радовать? Поездки, перемещения, больше путешествий, больше свободы, больше драйва. Вас будут радовать новые люди, может быть, совершенно люди, которые находятся в другом статусе. Вас будут радовать какие-то вопросы, которые вы решите в высоких инстанциях, когда вы создадите этот самый баланс и можете себе сказать: у меня в документах все в порядке. И если на 2024 год есть какой-то сумбур по документам или что-то не оформлено, значит, вас будет радовать, когда и здесь будет тоже баланс, мне нечего добавить. Что вам будет помогать? Вам конкретно будет помогать, если вы не будете оглядываться назад. Десятка мечей. Закрыть в прошлую дверь. Вот конкретно. Нет другого. Не действовать по прежнему шаблону. Не сравнивать новых партнеров с прежними. Не сравнивать теперешнюю работу с какой-то прежней работой. Не сравнивать какие-то тонкости, шероховатости. Все-таки не бывает жизнь как праздник. Давайте будем реалистами. Поэтому, если что-то не получилось осуществить, не сравнивать с какой-то, не победой или с каким-то проигрышем, который был у вас, может быть, в 2024 году, в 2023 или там годами прежде. Закрыть вот в прошлое не просто дверь, а какие-то амбарные ворота, мои дорогие, и даже не оглядываться назад и не пользоваться теми шаблонами. Шаблоны поведения, шаблонами отношения к людям. Вот все то, что было в прошлом, оставить его в 2024 году. Имеется в виду как и период 24-го, так и где-то предыдущий период жизни. Давайте мы узнаем, что же вам может помешать. Еще раз карта императрицы выпадает. Вы знаете, вам ничто не может помешать, если только вы помешаете сами себе. Отчасти карта вам снова говорит, у вас будет очень много возможностей. Но от вашего правильного выбора, от того, насколько вы не расслабитесь именно, а когда вы будете продолжать вот какое-то движение, какой-то драйв, но в новом ключе, насколько вы сможете закрыть вот эту дверь в прошлое, не пользоваться шаблонами в отношении некоторых людей, или насколько вы будете готовы изменить себя в плане труда, занятости, правда? Насколько вы будете готовы построить какую-то новую историю,
это будет зависеть ваше качество жизни. Мне нечего добавить, ведь нет как таковых помех. Единственное, если вам захочется, знаете как, быть очень самонадеянным, потому что, посмотрите, у вас действительно так очень красиво ложатся карты, я бы сказала, удивительным раскладом, но есть всегда риск, что мы расслабимся и где-то остановимся в одной точке. Или есть риск, когда мы можем думать, ну вот сейчас у меня все хорошо, значит завтра будет еще лучше. А нет, здесь придется контролировать. Императрица, она контролирует. И, с другой стороны, не быть очень самонадеянным. Вот это может конкретно помешать. Нам ведь говорят, карта мага, тебе придется где-то, ну так, соотносить внешние какие-то события и с тем, что ты хочешь осуществить. Тебе придется взаимодействовать с людьми разными. Мы не отменим каких-то неприятных персонажей, но это не должно изменить наше качество жизни. Поэтому правильное, как анализ обстановки, что вот вас окружает, кто вас окружает, что говорят люди, и то, каков ваш статус сегодня, какие вы четкие планы поставите себе на будущее. Нам нужно видеть конечную цель, и тогда не будет помех. Если вы, мои дорогие водолеи, себе, как, знаете, по пунктам создадите план, тезис-план. Пусть вы что-то будете в мелочах корректировать, но вот это основная цель, конечная. Вы ее должны видеть четко. Если вы ее не видите, то тогда ни один ветер не будет попутным. Вы словно можете тогда с одной дорожки увиливать на какую-то другую, потом с другой или на третью, на четвертую, в итоге сбиться с пути. А для вас этого сделать никак нельзя. События, которые изменят вашу жизнь. Вторая карта мага. Новые возможности. По магу нужно быть очень внимательным. Мы всегда имеем возможность расслабиться, нам будет хотеться. И ничего не делать. Вам где-то судьба или небесные фишки, ход небесных фишек на самом деле будет подыгрывать. Но не для того, чтобы вы где-то подраскисли, мои дорогие водолеи, или думали, что оно все само. Нет, вам придется быть магом. А маг – это всегда действие. Причем действия очень продуманные. Или если ты перестанешь что-то контролировать, то тогда все пойдет наперекосяк. Вы прочувствуете эти энергии. И кто-то может сказать себе, ну все, так будет всегда, вот все то, что я только что говорила. А кто-то из вас будет каждодневно где-то анализировать, что происходит, и шаг за шагом идти вперед к своей мечте, к своим намерениям, к своей цели. Ну, правда, это вас меняет, заставляет вас самих даже измениться и меняет вашу жизнь. Вообще смена парадигмы, смена какого-то шаблона. Поэтому нам и говорят, закрывай дверь в прошлое. События, которые изменят вас самих. Оно вот как раз и произойдет, пятерка чаш, это карта апатии, когда нужно выйти из этой апатии. Или вы из нее выходите и закрываете дверь в прошлое, или вы можете застрять в этих эмоциях, или вы можете застрять в каком-то прежнем шаблоне. Для вас будет еще и важно, вот если мы говорим, не поддаваться какому-то стереотипу. Вас жизнь будет менять, когда вы как бы воздействовать на вас, подталкивая вас принять вот это решение, что прошлое не имеет теперь никакого продолжения. И ваша задача как раз не оглядываться назад, а идти вперед. И вот это понимание, оно меняет вас, и вы меняете как и статус, как и возможности, как любовь у кого-то может быть, когда наполненность, когда реализуется практически любой проект, когда новые люди, новое окружение. Для тех, кто хочет путешествовать, видеть мир, пожалуйста, и всего-то навсего. Посмотрите, из всех карт нам просят, приглашают вас, мои дорогие водолеи, как и отпустить что-то из прошлого. Или проститься с какой-то апатией, или с бездействием все же по пятерке чаш, ведь идет и это. Идет еще и недопонимание. Но это то недопонимание, которое было прежде. А теперь у вас совершенно новая веха, жизненный этап.
Но какой-то экзамен своего рода переходный вам придется сдать. Такой аллегорически говоря, потому что карта говорит нам о том, что закрыть дверь в прошлое совершенно необходимо. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.